в аэропорту Стамбула Макдональдс тоже с какими-то меню. Биг Мак меню, то есть там кола, картошка. Ну, что-нибудь такое сейчас возьму. Или Биг Мак, или что-то подобное. С мороженым сказали, что лучше не связываться. Посмотрим, что-нибудь другое, значит, сейчас съедем. Здесь прикольная выпечка в этой кафешке. Единственный ценник такой неимоверный, надо сказать. Я пойду что-нибудь из знакомого съем. Либо Макдак, либо Бургер Кинг. В Бургер Кинге здесь тоже меню. Меню. Так там вон кольца какие-то есть. Наверное, было бы интересно в этом что-нибудь есть. Какой-нибудь сейчас бутерброд. Да колечко, да там напиток дают еще вместе с этим. Что-нибудь сейчас съедим. Ну, такое сложное меню, все равно хрен разберешься. Там у них тоже необычно. Обычно у нас горячий напиток, холодный предлагают, а здесь предлагают кола, фанта или айран. Но это местная такая особенность, здесь везде этот айран. Кушают, пьют и едят везде и всюду. Так ценники вот указаны, но я вот взял вот который Бургер Кинг, просто небольшой, так сказать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну так себе, надо сказать, за 60 лир, 59. Небольшой бутер, больше булок, картошка и айран. Кстати, я просил еще, говорю, продай мне кольца, он мне не продал. Айран, картошка. Майонез, кетчуп у них указан в чеке. Типа надо самому брать. Значит, неохота идти за ними, если честно. В общем, началась посадка на мой самолет. Пойду я свой выход искать, во-первых. Во-вторых, еще гляну, что здесь в этих есть интересного. Ну, хотите, посмотрите, какие цены здесь не маленькие на все в дьютиках. Здесь сигареты, алкоголь в небольшое количество. Ракия 26 евро. 26,05. Две бутылки, два этих. Сейчас я попробую в уме сложить 6 на 12. 8 евро какие-то. Киндеры вон вверху прикольные, по 24 евро. Конфетки, хуба-бубы, скитлс, эманденсы по 8 евро пакет. Не знаю, сколько у нас он стоит, такой пакетик. Рублей 150, наверное. Граммы 440 грамм, видимо, написано. Киндеры такие большие. 6,65, 5,50, десятка. Киндер сюрпризы, десятка вот такие с страшными мордочками. Сникерсы. Ну так какие-то прикольные пакетики есть, которые не встречаются. Киткаты, вот милки всякие. Не встречаются обычно. Чупа-чупсы огромные. Таблероны как-то по-другому оформлены. Вот всякие сувенирка. Ну, все дорого. Сигареты. Блок какой-то 98, 78. Сейчас, наверное, музыку это все заблокирует. YouTube. Здесь тоже сигареты достаточно дорого стоят. 42 евро бутылка чиваса. Фиг его знает. Достаточно дорого, мне кажется. Тут одни сигареты. Сигареты. Да. Здесь прям борется с курением.
Востока продается много сигарет. И Мальборо, и Шмальборо, кстати, Мальборо в какой-то старом оформлении, мне кажется, уже такого давно нет. Какая-то мода у молодых людей. Одинаково головы как-то бреют, какой-то рыжий цвет. Я таких сегодня встретил, человек, наверное, 50 уже. Выстригают, оставляют какой-то красненький макушку, где-то на голове какую-то штучку. Непонятно, что это. Что за такая мода. А карабаны. Ну, туалетная тут вода всякая есть. Раньше, я знаю, в бьюти было выгодно покупать. А сейчас, честно говоря, не уверен. The One. 75 евро самая маленькая. Жадор 100 с лишним стоит евро. Дорогое все, очень дорогое. Шанели, зато ассортимент очень даже. Сен-Лоран, вот эти хорошие духи. Это туалетная вода, наверное, мужская. Эль Хоум 79. Это дорого, опять же. Ладно, пойду я в сторону выходов. Первый раз в Стамбул. Все так сделано, что стены все глухие, ничего не видно. А тут немного видно. Стамбул, гора какая-то. Мечеть большая рядом стоит. 3 минарета видно. Как-то так. Наверняка плохо видно, я понимаю. Но Стамбул только из окна аэропорта. Слушайте, выход так далеко находится. Так пришлось далеко пилить. У меня был запас времени охрененный. Вот. Я пришел прямо в притирку буквально. Меня уже ждут одного. Слушайте, ну так я один. Ни разу не ездил к самолету. Аэропорту по всему. Куча стоит разных авиакомпаний, автобус абсолютно пустой. Как так получилось? Вот на взлет стоят самолеты, готовятся. Меня везут прямо в притирку сейчас. Ладно. Ну тут вот недалеко эти самолеты стоят сейчас. Меня уже высадят. А вот так аэропорт снаружи выглядит. Лишь бы на свой посадили. Короче, в Стамбуле второй раз чуть без нас не улетел самолет. Без меня конкретно. Я пришел уже, вот сейчас все, 2 минуты и взлетаю по расписанию. Будьте осторожнее, большой аэропорт очень далеко идти. Пока шел, получилось уже притирка. Сегодня удивлен, опять никто не встает до самого конца. Ну, молодцы. Мы когда-то этому научились, я давно не летал. Начался хоровод коридоров. Идем, таможенный контроль на паспорт. Я познавал за цены, вот здесь самая дешевая цена. 2895 делают за сутки. Ну, как всегда, снилс, приклад даешь и прям на госуслуги падает самостоятельно. Это в аэропорту Домодедово. Я иду по стрелочкам на Аэроэкспресс. Где-то он в той стороне должен быть. Честно говоря, ни разу на нем не ездил. Сам посмотрю и вам покажу. Вот в Домодедово, видите, есть мечеть. И на таблице есть надпись, что есть синагога. Я думаю, что и... да, наверху есть еще
Часовня Архангела Михаила. Здесь очень мощно в этом смысле. Домодедово огромный аэропорт. И он тут все больше и больше становится, мне кажется. Ну, стрелочка покажешь, мне направо надо. Поеду вниз. О, я пока не поеду вниз, я пока тут поснимаю. Здесь что-то интересное. Возле спуска вниз стоят супер машины какие-то. Моим детям это точно понравится. Это ничего себе. Opel модель 1,2 литра. Это ничего себе. Вот это я зашел. Это Peugeot 201 BR. Классная эта техника. Вот это ничего себе. Studebaker. Раскин 50 седан написано. Willys Overland 96А. Годы 26, 29, 27, 30. На тех указаны годы 29, 37. Opel самый первый. 31, 37. Что-то его подкосило слегка. Смотрится шикарно вообще. Молодые люди пристали пофотографироваться. Там вообще вон стоит аппарат какой-то, одна рама. Мотоцикл стоит. Не, ну круто вообще. Это вот все-таки Studebaker. Там вот написано на капоте Erskine. Chevrolet AC Open Tourer. Круто. Ford стоит, смотрите какой. Обалдеть. Слушайте. Peugeot R50. Ford Y 32-37 годы. Производился в Германии. Матис 27-30. Это ничего себе. Ford Model T. Это вот тот синенький, по-моему. 908-27 годах производился. Шенард энд Валкер. Слушайте, круто. Там в глубине тоже стоят машины, туда не пускают. Dodge, Donnet Zedel. Таких названий я не знаю. Peugeot. Лорен Дитрих, помните, из этого было кино про... Ничего себе, она гоняла 106 километров в час в 24 году. Лорен Дитрих, я не знаю, которая из них, видимо, где-то там в глубине. Слушайте, круто. Citroën B14. Ох, Pontiac. Это ничего себе. Renault NN. Супер. Fiat Valencia. Мишель Эрат. Вот это Мишель Эрат. С крутилкой спереди, видимо, с этого заводилась она. И она приторочена там наглухо. Скорее всего, все время здесь стоит. Ford A Phaeton. Этот конкретно 29 года выпускался с 27 по 31. Слушайте, круто, очень круто. Fiat Spider 27 года рождения. Вот этот аппарат. Класс вообще. Citroën Type-C Torpedo 25 года выпуска. Вот это да, вот это мне нравится. Торпедо какое. Крутое торпедо. А это Peugeot 172R 26 года выпуска. Слушайте, классно вообще. Это круто. Мне очень понравилось. Сейчас где-нибудь сфоткаю, чтобы побольше машин было видно. Детям будет приятно моим. В общем, классная выставка здесь техники. А я пойду в Аэроэкспресс. Так, быстрее пойду домой. Проезд стоит 450 рублей на Аэроэкспрессе. Ходят они каждые полчаса. Красивенькие какие. Что тут
рекламы всего на свете. Азербайджан и Татарстан, и что только нет. Весело, короче. Чешская республика. Еду я в Аэроэкспрессе. Какая-то торговля идет. А на улице снежно. Грязноватенько, темненько. Время где-то 3:30 дня. Как-то так. Листочков никаких нет, зеленостей никаких тоже нет. У нас в основном здесь все вот такое растет лиственное, все давно уже опало. Были бы елочки, было бы ярче. Мы едем, сейчас я еду с Домодедово, еду нет, не в Баку, как вы можете подумать, еду я до Павелецкого вокзала, а там уже пересяду на метро и потом уже пересяду на электричку до нашего города, так сказать. Так что едем в направлении дома. Всем написал, в Аэроэкспрессе работает Wi-Fi бесплатный. Всем отписался, все спокойны. Вот она, Москва. Ой, сори. Дяденька вот этого военного не сбил. Вот он, Павелецкий вокзал. Пойду на метро. Там, кстати, возле Павелецкого вокзала наконец доделали яму, сделали из нее парк. Пойду гляну одним глазом, что там происходит сейчас. Давай красиво. Передумал я ходить на улицу, снимать парк. Время вечернее, не видно ничего. О, Тамбовский, 6:28. Махачкала, Воронеж, Нальчик, Балакова. Знакомые поезда, я здесь часто ездил с моим родителям. В общем, чтобы сейчас выйти в город, надо досмотр пройти. Чтобы потом обратно вернуться, досмотр пройти. Пойду я лучше в метро. Вот. Метрошка. Павелецкая радиальная ветка. Я спускаюсь, перейду на Кольцевую, а потом поеду в своем направлении. На станции метро Павелецкая есть такой секрет. Чтобы не идти пешком, подземный переход самый длинный в московском метро, нужно спуститься с одной стороны Павелецкой радиальной, пройти весь перрон и подняться наверх, и потом спуститься еще раз на эскалаторе, и вы окажетесь на Кольцевой, что получится намного легче, чем идти под землей по подземному переходу. После того, как поднимаетесь наверх, по другой стороне, вот тут есть другой эскалатор. Который спускает на Павелецкую Кольцевую. Я когда здесь работал, постоянно так катался. Очень, знаете ли, удобно, чем ходить под землей. Очень долго и муторно. Все, спускаюсь на Кольцевую. А если у вас сумки, их надо тащить вверх, вниз, туда-сюда, тележки, там, колесики, по ступенькам, по подземному переходу спуститься, подняться. А здесь вы идете просто по прямому перрону. Он короче, чем подземный переход, этот перрон. Вещи едут сами, если они с колесиками. Все. Как моя сумка, например. Все, я на Павелецкой, на Кольцевой. Поезда здесь достаточно шустро ходят. Вот минута прошла, ну максимум сейчас еще полминуты придет поезд. В вечернее время они бывают по 2 минуты катаются, а так они быстрее. Все, поеду по Кольцевой. Хорошая надпись такая вот здесь над дверью. На улице +7. Вот, в салоне 22, на улице +7. Это видео для наших детей. Наш двор, наша детская площадка.
наш дом. Так, чуть-чуть сниму, отправлю их сейчас, когда домой приду.